Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой элегантный, знаете, элегантная строгость, классика в чистом виде, джемпер вертикальным узором, очень мелким таким, простым в вязании. Знаете, очень стильная классика. Вот так бы я в целом охарактеризовала данную модель. Знаете, такая вязаная радость, красота для души, согласитесь. Очень приятный джемпер в трендовом рыжем цвете, очень модный цвет. Остается по-прежнему на пике популярности. Давайте приблизим, посмотрим узор, посмотрим, как сидит эта модель на девушке, манекенщице. Так, вот посмотрите, это такой своеобразный молодежный вариант, да, то есть сейчас, вы знаете, очень популярно носить вот эти джемперочки, заправленные в брюки или юбочку. Вот здесь очень хорошо виден узор, очень хорошо видно, как отделана у нас планка, высокая манжета у рукава, да, резинкой 1 на 1 связана. Здесь вот какие-то пуговицы, интересно смотрится, кстати, задумка такая дизайнерская, с изюминкой, да. Вырез у нас с вами обвяжем, давайте его либо крючком, столбиками без накида, либо сделаем полноценную планку, то есть здесь на любителя, то есть по вашему желанию, девочки, осуществляем. Ну, вот это то же самое. Не буду это комментировать. Спиночку посмотрим. По спинке такой же у нас узор идет. Опять-таки обвязка выреза горловины. Желательно, потому что вот это так не очень хорошо смотрится. Ну и классика в чистом виде, да. Рукав у нас с вами с проймой, с окатом. Рукав с окатом. Вывязываем пройму, детали вяжутся снизу вверх. Узор мы с вами сейчас подробнейшим образом рассмотрим, как вязать. Очень хорошо и стильно смотрится вот здесь. То есть, девочки, я сегодня буду составлять описание на размерчики 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54, 56. Я считаю, что эта модель идеально подходит на большие размеры. Поэтому я сегодня включила в описание большой размер, самый большой размер, который я когда еще считала. Вот. И, в общем-то, я считаю, девочки, что вполне модель подойдет на большой размер. Вот это мелко узорчатость, да, такое все меленькое, вертикальное, вяжется легко. Идеально для начинающих вязальщиц эта модель, опять-таки подчеркну. Вот. Подойдет на любой возраст абсолютно такой узор. В общем, девочки, очень стильная вещь. Советую вам ее связать. Быстро свяжется. У нас сегодня будет огромный обзор пряжи. Пожалуйста, не пропустите новинки. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Эту пряжу, которую я буду сегодня рекомендовать для вязания этого джемпера, это пряжа с хлопком, то есть это уже у нас весенне-летний вариант идет модели. И я вам покажу сегодня шикарные новинки пряжи, которые будут в дальнейшем в моих проектах использоваться. Итак, мои дорогие, если вас все устраивает, если вам нравится эта модель, давайте сейчас с вами приступим к выбору пряжи. В общем, остаемся на канале и смотрим внимательно дальнейшее развитие событий. Итак, девочки, сегодня мы будем с вами рассматривать вот эту пряжу. Пряжа фирмы Этрофил турецкого производства, по лицензии Италии изготовлена, называется Амигуруми. Пряжа полухлопковая, цвет, если кого интересует, смотрите, 70-744. Далее 60% хлопок и 40% акрил. В 50 грамм 145 метров. Спицы я использую 3,5, то есть, девочки, 3,5.
Пряжа наша выглядит вот таким образом. Прекрасно скрученная пряжа средней толщины. Очень удобно из нее вязать. Просто я в восторге от этой красоты. Она имеет такой, знаете, шелковистый блеск. Очень красиво смотрится. Смотрите, как она смотрится в узоре. Я вам демонстрирую. Посмотрите, какая получается шикарная красота. Здесь у нас с вами очень несколько, в общем-то, объединено элементов. То есть у нас здесь и коса есть, небольшая такая, и ажур, и вот эти вот вертикальные полосочки, образованные лицевой, изнаночной, и небольшое перекрещивание на двух петельках. То есть мелкий такой узорчик, очень вертикальной направленности, очень приятно вязать, особо ни о чем не задумываешься, а получается великолепная, красивая вещь. Вроде бы, знаете, и ажурная, и в то же время ажур не критичен, да, то есть такой элегантно смотрится. И я хотела бы порекомендовать этот узор, этот джемпер для вязания на разные размеры, на большие размеры идеально подойдет мелкий узор, такой мелкофактурный, очень хорошо будет смотреться на большие размеры. Еще вот эта вертикальность узора, просто идеальный вариант. Также он подойдет для девочек, которые имеют мало опыта, поскольку очень легко вязать этот узор. И сейчас про пряжу. Как альтернатива вот такой цвет еще есть, более светлый рыжий, да, то есть этот рыженький у нас цвет, я бы так сказала, темно-рыжий, да, такой с небольшим кирпичным оттенком, и светло-рыжий такой, даже ближе к песочному цвету, тоже есть у этой фабрики. И цвет у нас 72027. Вообще шикарный, богатейшая палитра цветов у данной фирмы. Я бы вам порекомендовала зайти, девочки, на сайт интернет и выбрать цвет себе по душе. Мне пряжа просто бесподобно нравится. Все бюджетное, все недорогое. Дальше, пряжа, которая мне очень тоже нравится, это фирма Alize Cotton Club. Называется пряжа Cotton Baby Soft. Шикарная тоже пряжа, тоже очень красиво смотрится в изделии. И как альтернативу из нее предлагаю тоже можно связать 50% хлопок, 50% акрил. Цвет у нас вот 145, ну цвет вы выберете сами. В общем, мне очень нравится метраж 100 грамм, 270 метров. То есть вы попадете идеально в плотность, если выберете эту пряжу. То есть это альтернативная пряжа, которая я помогла порекомендовать. Вот смотрите, у меня вообще-то много таких вариантов этой пряжи. Цвета я заказала. Мне все они нравятся. Я вам просто демонстрирую эту пряжу. Шикарная пряжа, очень хорошо смотрится. Нежная, мягкая, бесподобная. Полухлопок. И еще у меня есть для вас вот такая новинка. Тоже попадете в плотность. То же самое фирма Этрофил. Памуклу Бэби. Вот не знаете, как почитать. Не умею читать я. Девочки, вот такое название, смотрите. Тоже по лицензии итальянской, турецкой пряжи. И нас больше интересует метраж и состав. Да? Давайте, вот 100 грамм нашла. 100 грамм у нас тоже 260 метров. То есть 65% хлопок и 45 акрил. Вот такой состав. Тоже очень нежная, красивая пряжа. И тоже по толщине, по метражу она попадет в ту, из которой мы вяжем, которую я вам сегодня рекомендовала. То есть выбирайте на выбор. Вся она приблизительно одинаково стоит, вся она недорогая и бюджетная. Ну и моя любимая пряжа, которую я очень активно вязала в том году, Alize Cotton Gold. Пряжа потоньше, 100 грамм 330 метров. В общем, тоже вот показываю вам. Цвета тоже очень богатые, но она потоньше, чем то, что вот я вам сегодня вяжу. Вот. Но в принципе плотность вы все равно попадете. 55% хлопок, 45% акрил. Пряжа очень хорошего качества тоже. Все, мои дорогие, давайте сейчас посмотрим схему узора.
Схема узора у нас вот таким образом выглядит. У нас будет на самом деле несколько мотивов, элементов, да, но не переживайте, мы все соберем в единое целое, все будет логично и обосновано в сегодняшнем проекте. Значит, ажурный узор у нас на 11 петлях вяжется, ширина мотива, и 8 рядов в высоту. Вот эти перекрещивания, это у нас с вами идут две лицевые петли, перекрещиваются то налево, то направо. Когда будем вязать образец, вы поймете, о чем идет речь. И это именно в обрамлении вот этого ажурного центрального мотива. И у нас еще будет коса на 6 петлях вязаться. Тоже у нее, значит, ширина 6 петель и 8 рядов, высота мотива. Вот таким образом все здесь осуществляется. Так, далее у нас идет выкройка. Здесь не все размеры проставлены, не переживайте, все размеры будут в расчетной части. Я там все очень логично нарисую и обосную и расскажу вам, девочки. И у нас составится в итоге вот такое описание, которое я выкладываю под видео. Читайте инструкцию, все очень подробно. Вы видите, какой большой охват размеров в сегодняшнем проекте предусматривается. Прибавляется еще 4-й размер, большой размер. Я считаю, что эта модель очень хорошо подойдет для вот большого размера, мелкий узор и вертикальная направляющая узора. Очень хорошо. Все здесь подробно я расписала, и каждую циферку в сегодняшнем расчете постараюсь вам обосновать. Я не стала писать, что обвязка выреза горловины предусматривается крючком. У модели она именно так как-то и отделана. Но это машинная вязка, не забываем об этом. Там отделка идет непонятно чем и как. Не могу даже сказать, по-моему, просто обшита. Но я предлагаю все-таки сделать полноценную планочку резиночкой 1 на 1, как мы это всегда делали, на круговых спицах. На высоту около 3 сантиметров эту планочку сделать. Вот это все. Это мое личное предложение, поэтому в описании я именно это пишу. А так можно и крючочком обвязать, девочки. Так, ну и все на этом. Давайте приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 41 петлю. Давайте с вами свяжем. Вяжем с вами первый ряд. Высота раппорта составит у нас 8 рядов. И, в общем, здесь будет набор разных элементов. Ажурный элемент, у нас будет коса на 6 петлях. Ну и тут вот эти меленькие. Сейчас все поймете. Итак, распределяем петельки. 41 петля на спицах. 2 кромочные из них. Кромочную первую снимаем. Ну, в первом ряду мы вяжем ее лицевой. Я всегда так делаю. А в последующих рядах просто снимаю. Вяжем 2 изнаночные. Далее у нас идет коса на 6 петлях. И мы вяжем первый ряд следующим образом. Первые 2 лицевые, следующие 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли на правую спицу и меняем их местами. Первые 2 будут у нас за работой, следующие 2 высвобождаются перед работой. Мы их размещаем с помощью правой спицы на левую. Все. Перекрестили 4 петли и вяжем их как 4 лицевые. Вот такое элементарное перекрещивание. Дальше тут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И следующие 2 лицевые мы будем перекрещивать каждый раз. Перекрещивать будем налево. Снимаем 2 петли на правую спицу. Первую петлю перед работой, следующую петлю за работой. Меняем местами. И вяжем все 2 лицевыми. Далее идут 2 изнаночные. И у нас с вами узор ажурный на 11 петлях. Первый ряд узора. Вяжем 2 вместе одной лицевой с наклоном влево. Затем вяжем 3 лицевые, накид, лицевая по центру этого мотива,
снова накид, 3 лицевые и 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Я это делаю вот таким образом, меняю местами так, чтобы у меня вторая была поверх первой петля. И 2 вместе одной лицевой вяжу. Дальше вяжем 2 изнаночные и еще перекрещивание будет 2 петель, но теперь направо. Снимаю 2 петли на правую спицу, первая петля за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, лицевая. И завершается все 2 изнаночные, кромочная, изнаночная петля. Все, связали первый ряд. Все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем с вами изнаночными. И встречаемся с вами в третьем ряду. Итак, у нас с вами третий ряд. Вяжем следующим образом. 2 изнаночные. В нашей с вами косе на 6 петлях все петли вяжутся лицевыми, 6 лицевых. Опять 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее перекрещиваются у нас с вами 2 петли направо, налево, то есть меняем их местами. Первая у нас перед работой, вторая за работой. Поменяли и провязали лицевая, лицевая. Опять 2 изнаночные и в ажурном мотиве вяжем 2 вместе одной лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые по центру, снова накид, 2 лицевые и 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Связали, далее 2 изнаночные и снова перекрещиваем 2 петли направо. 2 петли сняли, первая петля за работой, вторая перед работой. Провязали их как 2 лицевые. Раз лицевая, 2 лицевая. Далее тут 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас. Вяжем кромочная, 2 изнаночные. Начинается коса на 6 петлях. Сейчас будем перекрещивать первые 4 петли налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Меняем местами и вяжем все петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. Остались у нас 2 лицевые в косе. Все. Дальше вяжем 2 изнаночные, снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 петли перекрещиваем направо, налево, опять налево. Первая петля перед работой, вторая за работой. Меняем местами, вяжем лицевая, лицевая. Далее 2 изнаночные и у нас ажурный мотив. 2 вместе одной лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 5 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем снова накид, лицевая, 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. И далее 2 изнаночные и перекрещиваем 2 петли направо. Меняем местами их и вяжем лицевая, лицевая. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. И у нас с вами 6-й ряд. Как смотрят петли, вяжется. Итак, у нас с вами 7-й ряд. И вяжем 2 изнаночные, в косе 6 лицевых.
2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 петли перекрещиваем налево, меняем местами, первая перед работой, вторая за работой, вяжем лицевая, лицевая, 2 изнаночные, и в нашем ажурном узоре на 11 петлях вяжется 2 вместе 1 лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И далее идут 2 изнаночные, перекрещиваем с вами 2 петли направо по одной, лицевая, лицевая вяжем, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 8 ряд вяжем, как смотрят петли, и раппорт узора у нас повторяется с первого ряда снова. Вот такой вот интересный, довольно простой, на мой взгляд, узор. И тем не менее, я считаю, что джемпер, связанный этим узором, будет очень эффектно смотреться. Сейчас мы сделаем влажную тепловую обработку образца. Делаем влажную тепловую обработку. Отдаем горячим паром наш образец. Тянем его энергично. Растягиваем, да, по вертикали, по горизонтали. Затем обращаем внимание на кромочные петли. Пожалуйста, выпрямите их тоже, поскольку у нас кромочные будут участвовать в расчетах плотности. Оставляем сохнуть в естественном состоянии наш образец. Так, высох наш с вами, девочки, образец. Укладываем его вот так поудобнее, да, и начинаем, берем линеечку и измеряем ширину. Вначале ширину. Так, ширина у меня 18,5 вместе с кромочными. И давайте 41 петля участвует в узоре, разделить на 18,5 сантиметров. Получим плотность 2,2. Давайте запишем эту плотность сюда, чтобы не забыть. В 1 сантиметре у нас 2,2 петли. Теперь по вертикали то же самое. Прикладываем линеечку и измеряем высоту 13 сантиметров и считаем ряды. Сколько рядов в образце? Итак, в моем образце 31 ряд, и мы давайте разделим на 13 сантиметров. Получим 2, можно сказать, 4 плотность по вертикали. 2,4. Давайте запишем. В 1 сантиметре 2,4 ряда. Вот такая плотность у нас получилась с вами. И сейчас мы будем делать расчеты на разные размеры, используя эти 2 волшебные цифры. Я расскажу, как их использовать. Вот такую выкройку мы будем, девочки, сегодня с вами использовать. Так, и давайте, значит, сразу приступим к формированию наших размеров. Сегодня у нас будет с вами участвовать размер 42-44, ширина спинки переда 47 сантиметров. Для размера 46-48, сейчас я называю российские размеры, для перевода в европейские размеры нужно из российского размера отнять число 6, получится европейский размер. 46-48 российский размер имеет ширину спинки и переда 52,5 сантиметров. Третий размер 50-52 российский, ширина 58 сантиметров. И для четвертого размера
54-56 российский, 63 сантиметра будет ширина спинки переда. Все детали вяжутся снизу вверх. У нас с вами нижняя планка на высоту 7 сантиметров по спинке переду, а у рукавчика очень высокая нижняя планка 20 сантиметров в высоту. Так, и начинаем мы вязать, набирая на 10 петель меньше, чем нам понадобится для узора, потому что вы видели, узор у нас сжимает несколько полотно, там есть мотивы, которые с перекрещиванием, коса, поэтому здесь это важный момент. Набираем для первого размера 93, второй 105, третий 117, четвертый 129 петель. В последнем изнаночном ряду планки делаем равномерные прибавки 10 петель. И должно получиться 103, 115, 127, 139 петель. Как считала петли? На примере первого размера показываю. 47 сантиметров я умножила на нашу плотность, которую мы только что с вами посчитали. 2,2. Это плотность по горизонтали. Смотрите, девочки, 47 я умножаю на 2,2 плотность по горизонтали. Получаю 103 петли. Также я считала для других размеров. Так, с этим все понятно. Давайте дальше пойдем. Вяжем на высоту 33 сантиметра и приступаем к формированию линии проймы. Смотрите, у нас с вами длина изделия мною заложена 60, 61, 62, 63. Это по размерам. Эту длину вы, конечно, под себя откорректируете вот за счет этой мерки. У меня это 33 сантиметра получилось, девочки, и сразу я перевела в ряды. Это 80 рядов. Как применила, как посчитала 80 рядов. 33 сантиметра умножайте на плотность по вертикали. 33 умножить на 2,4 получается 79,2. Это сразу говорю 80 рядов. Мы всегда берем четное количество рядов. Смотрите, 2,4 это наша плотность по вертикали. На нее именно я и умножала. Так, далее. Значит, и смотрите, на первый размер глубину проймы мы закладываем 5 сантиметров. И дальше я увеличивала по одной петле на другие размеры. То есть это вот таким образом я делала. У меня получилось 11 на третий и четвертый размеры 12-13 петель. Будем закрывать равномерно. Как сформировать красивые вот этот вот закругленную пройму, линию проймы, я рассказываю подробно в описании под видео. Здесь я об этом говорить не буду. Общее количество петель я считала также глубину проймы умножить на плотность по горизонтали 2,2 и получается 11 петель. Понятно, да? На вырез горловины ширину начала для первого маленького размера. Я сделала 19 сантиметров ширину выреза, умножила также на плотность 2,2. Смотрите, 19 умножить на 2,2, это плотность по горизонтали. У меня получилось 41 петля. 41 петлю я заложила. Также про закругление я вам сейчас говорить не стану. Читайте инструкцию под видео. Там подробно я рассказываю, на какой высоте, как последовательно я закрываю петельки. Под видео есть обучающий проект, как закрыть эти петли. Да? То есть на примере уже готового попетельного проекта у меня это все проделывается. То есть вы можете посмотреть и сделать по аналогии. Начинается с закрытия средних петель, и затем обе части вяжутся раздельно и закругляются вот эти части. Про вырез по переду. Значит, здесь у нас различие будет значительное по вырезу. У спинки всего глубина выреза 2 см, у переда 10 см. Посмотрите на оригинал, вы увидите, что там действительно глубокий вырез по переду. И все, что остается, девочки, это петли плеч.
на плечи у нас остается первый размер 20 петель, второй 25, третий размер 29 и четвертый размер 33 петли. И вот вы их закрываете, да? Любой вертикальный размер, пожалуйста, девочки, переводите в ряды. Когда вяжете, обязательно считайте ряды. Очень удобно считать раппортами. В нашем случае величина раппорта в высоту составляет 8 рядов. И очень легко считать именно раппорты, а не просто ряды. Так, и самое главное, как располагаем мы узоры наши. Здесь важный момент, я вам сейчас покажу. Значит, у нас с вами вот такие вот схемы я всегда черчу. И основная схема, которая пригодится вам для всех размеров, это первая вот эта схема. Она включает в себя 93 петли. И здесь расположение узоров. Ну, несложно догадаться, что центр и число 11 обозначает наш узор, вот этот вот 11 петель, мотив ажурный наш, да? Затем у нас с вами 2 изнаночные с двух сторон идут. И вот эти вот цифры, смотрите, внизу я пишу изнаночные петли, то есть 2, 2, 2 это изнаночные петли. Вверху я пишу все петли лицевые, которые мы используем с вами. То есть здесь 2 петли, это мы перекрещивали, помните, да? 2 и 2, первые 2 и 2, это от нашей центрального вот этого мотива ажурного идут перекрещенные петли. А далее просто 2 лицевые. Да? 2, 2 это 2 лицевые. 6 это коса, симметрично видите, да? Коса на 6 петлях мы вязали. И здесь опять идут 2 это изнаночные, 2 это 2 лицевые, 2 это изнаночные, верхние 2 это 2 лицевые и опять 2 это изнаночные. Вот. И именно такое расположение узоров, вот здесь я отдельно нарисовала укрупненным вариантом, составит 10 петель. Нам это понадобится для дальнейших рассуждений. Так, что такое 11? Это то же самое, да? То есть это продолжение. В общем, все это я, девочки, подытожила. Вот так сформировала общую схему на все размеры, и вся эта середина, вся эта сердцевина у меня заняла 93 петли. И теперь, смотрите, переходим к первому размеру, 42-44, да? По центру у нас идет 93 петли, вот таким моментом расположенные. И с двух сторон идут 2 изнаночные, нижние петли, помните, я говорила, это изнаночные, верхние это 2 лицевые. Ну и, соответственно, кромочные. В сумме это 103 петли, как нам и надо. Второй размер 46-48. Надо, чтобы было 115 петель. Также по центру идет 93 петли, то есть вот это расположение мотивов наших. И с двух сторон 10 петель. Это вот это схематичное расположение узоров. То есть 2 это нижние, повторюсь еще раз. Цифра 2 внизу обозначает 2 изнаночные, цифра 2 вверху обозначает 2 лицевые. Именно вот это расположение будет здесь как продолжение от 93, от центральных 93 петель справа и слева. В сумме это составит 115 петель, сюда же вошли и кромочные. Третий размер 50-52 у нас составит 127 петель. То есть к этому же расположению узоров мы добавим еще с вами 2 косы по 6 петель справа и слева. То есть начнете с кромочной, 6 петель коса, затем идут 10 петель вот этим узором, и затем это 93 петли вот этой сердцевиной, и далее симметрично. Понятно, да? Третий размер, девочки, третий размер 54-56. В сумме 139 петель надо, чтобы было. Также сердцевина у нас идет 93 петли. Далее у нас эти 10 петель идут неизменные, как вот мы тут сделали. То есть вот эта схема идет 10 петель, да? Затем у нас идет 6 петель коса, как здесь в размере 50-52. И далее идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И здесь также начинаете с 2 изнаночных,
затем идет 2 лицевые, опять 2 изнаночные, 6 петель коса, 10 петель расположение вот такое наших узоров, 93 петли расположение вот этой схемы, и тут также зеркалится симметрично. Все понятно? Надеюсь, да. Переходим к рассуждению о рукавах. У нас с вами расчеты. Для значит, планки нижней связанной резинкой 1 на 1 будем набирать 44, 46, 48, 50 петель в зависимости от размера, и на высоту 20 сантиметров вяжется эта высокая манжета. В последнем изнаночном ряду планки надо равномерно прибавить 29 петель, чтобы на спицах получилось 73, 75, 77 и 79 петель. С этим количеством петель мы выходим на скос. Сразу начинаем прибавки. Надо всего прибавить 5 петель. И только для 4-го размера 6 петель. Прибавки будем делать, значит, вот у нас получается длина от планки до начала оката. При общей длине рукава 60 сантиметров у меня получается 26,5 сантиметров, и я это число умножаю на вертикальную плотность 2,4 и получаю 64 ряда. То есть вот этот скос 64 ряда. 64 делим на 5 петель, которые надо будет прибавить по скосу, получаем в каждом 13 ряду прибавка, то есть равномерно прибавляем справа-слева по 5 петель. И в итоге в самой широкой части рукава получаем 83, 85, 87, 91 петля. Как я посчитала эти петли, я также брала ширину рукава и умножала на плотность по горизонтали. То есть здесь вот у меня, я первый размер взяла 38 сантиметров ширину, 38 умножить на 2,2 плотность, и у меня получилось 83 петли. Я не вижу, что рукав не широкий в этой части, да. То есть вы, пожалуйста, полноту своей руки самостоятельно измерите и откорректируйте ширину рукава. Вот, у меня вот такие мерки шли, 80, то есть я вам объяснила, начала с 38 сантиметров, затем прибавляла на каждый размер по 1 сантиметру. И только на 4-й размер я прибавила 2 сантиметра, получилось 91 петля. Понятно. Окат рукава я не рассказываю, не считаю. У меня есть статья под видео, как сделать расчет оката. Я всем начинающим мастерицам рекомендую использовать выкройку в натуральную величину. Очень удобно вязать. Вяжете, прикладывая полотно каждый раз к этой выкройке. Я так сама училась. Вот. И очень четко видно, когда прикладываешь полотно, видно в каждом 2-м ряду, то есть в каждом лицевом ряду я прикладывала полотно и смотрела, так, здесь 1 петельку надо закрыть, здесь 1 петельку, здесь 1. Ага, а вот в этой части уже 2 петельки надо закрыть, 2 петельки надо закрыть, 2 петельки надо закрыть, да? И чем положе у нас вот это вот закругление рукавчика, тем больше количество петель требуется закрыть. И в последнем ряду закрывается обычно, девочки, 15-20 петель. Ну вот здесь 15, там может быть 10 петель, как у вас получится. То есть вот в принципе ничего сложного нет. Для тех, кто уже умеет вязать, вообще эти мои объяснения не нужны. Мои хорошие, вы все увидите и почитаете под видео в инструкции. Я постаралась до вас донести вот всю информацию, откуда берутся эти цифры, то есть в сжатой форме я вам пояснила, как применить вертикальную и горизонтальную плотность в расчетах. Как вы поняли, это самые основополагающие цифры при расчете, правильно? И я самое главное вам тоже не показала по рукаву. Расположение узоров у нас вот таким будет. Сейчас я вам поясню. Смотрите, 39 петель по центру, затем 6 петель идут у нас, это коса, и 10 петель это то, что вот я вам сегодня много раз объясняла. То есть, смотрите, 39 петель, что это такое? 39 петель это вот эта вот часть узора нашего, это
11 петель по центру мотив, и с двух сторон у нас идут вот эти вот полоски, да, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые, да, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, которые мы перекрещивали, и 2 изнаночные. По центру идет наш ажурный узор на 11 петлях, и здесь все зеркалится. Понятно, да? Сюда не входит уже вот эти 6 петель, уже сюда не входит, то есть в сумме вот этот мотив составляет 39 петель. Его же я и использовала здесь. От него я расположила 6 петель коса с двух сторон и 10 петель вот этот наш узор с вами. Опять-таки с этими полосками. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот, 10 петель. То есть понятно, да? И на каждый размер у меня шла прибавка. То есть первый размер вот с 10 начинался, а тут по изнаночной добавлялась изнаночная, 2 изнаночные, 3 изнаночные. Затем у вас идут прибавки с двух сторон. Вы можете их включать в узор по логике, вот эти 5 петель, либо просто вяжите изнаночные петли, и просто будет изнаночная гладь у вас вот на этих 5 прибавленных петлях. Я считаю, что не стоит заморачиваться. Вот эта нижняя невидимая часть рукава, не стоит таких жертв, да. Можно просто связать изнаночными. Мое мнение. То есть здесь будут эти красивые полосочки. Все понятно, да? Ну все. Постаралась вам, девочки, все это изложить, объяснить. Желаю вам удачи и до новых встреч.